Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Мира, душевного покоя такого хорошего, да, и крепкого здоровья вам. Обязательно, чтобы так было. И мира над головой. От всего сердца желаю самого лучшего. И за ваши комментарии, пожелания тоже большущее спасибо. Вы такое пишете красивое. Миллион раз вам больше желаю. А сегодня давайте посмотрим расклад. Вот реально хочется посмотреть. Время пришло стать счастливым хозяином жизни, да, своей жизни. Ну, либо магом своей жизни. Вот что-то такое вот. Вот хочется. Вот хочется стать хозяином своей жизни, действительно жить. Давайте смотреть, что карты подскажут, где они, не знаю, там, намекнут на что-то важное, да? Где они путь укажут. Может быть, из какого-то лабиринта надо выйти. Какое-то, может быть, просто в бытовых мелочах, да, действия надо будет сделать. Будем смотреть. Будем смотреть, потому что счастливым хочется быть. Думайте о себе, проговорите свое имя. Мужчины, немножечко, кто смотрит, переставляйте на себя там эти мои выражения, да, потому что в основном же я делаю для девочек, для женщин. Есть. Думайте. Я сейчас достану по 2 карты. Прошлое, настоящее, будущее. И с этого начнем. Прошлое, настоящее, будущее. Угу. Если надо будет дополнять будущее этой колодой. Так, прошлое. Агрессия. Агрессия, покой. Ага. Вы человек, который мечтал и мечтаете до сих пор. Вы любите и покой, и любите и такое все чтобы и музыка гремела. Ну, когда как. Вы человек, давайте так скажу, вы человек настроения. Да, есть такое. Вы не можете быть постоянно одинаковым. Нет. Покой и агрессия. Такое вот. Но вы мечтали, рисовали себе такие картинки жизни. И просто пришел человек, который не оправдал ваше доверие, не оправдал вашей мечты. Это болезненный такой вот след, который остался на душе, на сердце. Сейчас. Вы всегда стремились к уюту. Но вы столкнулись с тяжелыми обстоятельствами, и да, вы столкнулись с предательством близкого человека. Такое впечатление, что вам пришлось выметать негатив из дома. Из дома. Хотелось вот так, получилось кверх ногами. Но вы свое не отдадите. Угу.
Вам пришлось выметать, действительно, вот этим словом хочется сказать, негатив из дома, из-за чего вы усомнились в своей силе, кстати, в своих каких-то, не знаю, правилах или в понятиях, или же в себе вообще. И вы долго находились по вот этой улиточке в состоянии подвешенности. Это не подвешенный человек, хотя можно это сравнить с этим. Но эта карта говорит о том, что да, были ситуации, когда действительно казалось, что у меня жизнь вообще подвешенная. Знаете, мне не нравится то, что вы усомнились в своей силе, но такое было. Такое было. Вы в себе начали сомневаться. А раньше нет. Раньше не сомневались. Слушайте, вы были человеком, с которым хотелось дружить. У вас были знакомые, друзья. Может, они до сих пор еще и остались кое-какие, да? Может быть, нет. Но я вижу то время и потом, что начало происходить. Вы как будто бы отдалились от друзей, потому что вас закрутила другая жизнь. Вот этот человек, который пришел в вашу жизнь, он как будто нарушил вашу, вашу жизнь. Он пришел в вашу жизнь и нарушил вашу жизнь. Ваше понимание, да, о том, а как оно должно было быть. Он что, не любил ваших знакомых, когда вы познакомились? Вот у вас были друзья-подружки, вот такой вот. Он что, не любил ваших родственников, знакомых, хотел где-то там отдельно, может быть, по своим вас таскал, знакомым и родственникам, но не к вашим ходил. Что-то было типа этого. Либо даже перед вашими знакомыми начинал вас немножечко унижать. Либо подсмеиваться, типа в шутку. Я же шучу, говорил. А на самом деле было обидно. Потому что все смеялись, а тебе обидно. Ну, как-то так. Вот такое здесь вижу. Вы спокойный человек, но этот для женщин мужчина, для мужчин женщина, получается так. Этот человек, он как будто вывел вас из каких-то вот этих нормальных вибраций жизни. У вас как будто бы ваши мечты начали рушиться. Как будто бы вы затормозились в событиях. И плюс еще, кроме этого человека, еще на вас навалилось что-то. Что вы должны были разгребать, что вы должны были подписывать что-то, продавать, распродавать, может быть. Может быть, наоборот, нужно было во что-то вложиться. Но началась какая-то вот гонка. И у вас в голове всегда было: ничего, я успею, я сделаю, и все будет так, как раньше. Но раньше как? Не так именно, а ваше состояние успеха, покоя, радости, такое вот хорошее вот от этой карты энергии идет. Это то, что в вас было. А вот эта вот карта говорит о том, что к вам пришло, и как вам пришлось перестраиваться. Возможно, вы потеряли что-то, что до сих пор не можете забыть. Возможно, вы, вот по вот этим картам, да, что я вижу еще, упустили момент, где нужно было переучиться или доучиться, или вообще поступить. Либо работу сменили неправильно. Вот что-то здесь было. Было такое, что не ваше. И вы из-за этого до сих пор страдаете. Вы из-за этого до сих пор, может быть, даже ночами не спите из-за какой-то, потому что она вылилась в какую-то проблему. Вот что-то, что вам кажется, что вы не так сделали, не так поступили, не так вытерпели. Но что-то было. Ваша жизнь как реально, как кверх ногами опустилась. Вы любите побеждать, это прекрасно. Ну почему бы нет? Это хорошо. Это значит, у вас есть еще сила.
Потому что эта сила могла бы уйти и иссякнуть. И вас бы по лабиринту ого-го как мотало. Давайте-ка настоящее тоже посмотрим сейчас дальше. Я все вместе буду смотреть обязательно еще раз. Потому что здесь есть какая-то загвоздочка еще. Настоящее, ну, я говорила, в вашей жизни была какая-то потеря, из-за которой вы до сих пор страдаете, так и сказала. И вы боец своей жизни. Вы действительно сила. Девять. Такой валетик, да? Сейчас вы проходите через какой-то переломный этап, скажу, потому что есть у вас еще недоброжелатели и есть ситуации, которые хотелось бы исправить, но просто не знаете пока еще как. Либо вы знаете как, но нет возможности. Вот что-то есть такое. Вы на сегодняшний день учитесь видеть людей насквозь, хотя почему бы и нет. Вы становитесь мудрее, вы становитесь внимательнее, чем раньше. У вас как будто действительно с нуля что-то начинается. Вы потихонечку меняете себя. Вы вообще по жизни не лиса. Но ваша мудрость, она немножко делает вам одолжение. Чуть-чуть в каких-то ситуациях лисичкой вам нужно быть. А то, что вы людей видите насквозь, вы всегда это видели. Просто всегда не обращали внимания и закрывали на что-то глаза. Знаете, раньше я вижу вас, вот вы видите человека, но вы отталкиваете многое, потому что вы хотите видеть в нем лучшего друга, подругу, лучшего, интересного, там, любимого, да. А потом, когда судьба начала вас кидать, чтобы вы вот реально стали этим бойцом в этой жизни, да, и тем более, если вы перенесли вот эту реально очень болезненную потерю или понимание даже, что это такое, да, когда теряешь, то здесь вам пришлось открывать в себе более сильные какие-то, я не знаю, дар у вас такой, или просто у вас вот это есть, по наследству передалось, да, что вы чуть-чуть сильнее открыли себя, и вы реально всех видите. И я скажу так, на сегодняшний день вы можете иметь подруг, друзей, все такое, да, но вы не будете таким человеком, как раньше с ними. Потому что вам легче даже с ними меньше общаться. Потому что вы реально открыли в себе вот это видение. Что человек, каким бы хорошим ни был, все равно в нем есть тараканчики. Как-то так. И да, кое-кто из вас даже просто вот одинок. Просто сам по себе в этой жизни. Можно поговорить по телефону, встретиться на работе, в магазине что-то обсудить. Но вы в основном вы как будто бы одиноки. Ну как-то так. Есть такое, что в последнее время от вас стали отворачиваться близкие. Вам обидно, вам больно. Вы устали. В вас живет 2 человека. Вы устали играться в эту жизнь. Вы хотите другое. Вы хотите другое. Вот что здесь карты хотят сказать на сегодня. Если реально от вас начали немножко отходить даже свои родные люди, ну как отходить? Они все равно скажут: да, я тебя люблю, я тебе всегда помогу, там уважаю, ты что? Разными интонациями, все может быть, да? Но все равно они как будто бы уходят. Почему? Потому что, во-первых, и у них жизнь.
меняется, и они хотят тоже хорошего, и вы хотите для них хорошего, ну свои же, да? Но есть такое, что вы поменялись заново. Вы заново поменялись, вы заново берете то понимание, ту сторону своего «я», да? Вы хотите туда обратно вот попасть, когда вы действительно были счастливы. А это что значит? Это значит, что устали терпеть, устали ждать, устали всем все делать, а вам никто. Устали, я не знаю, ну вы человек, который может дарить подарки, может действительно помогать, потому что вы чувствуете и хотели это чувствовать, что вас всегда будут благодарить, ну хотя бы улыбкой. А люди привыкли и сели на шею. И они уже даже не улыбаются. Они просто наоборот, если вы что-то не делаете, отказываетесь, либо начинаете сердиться, но вы же тоже устали. Не только же они все это устают там или... Но они начали на вас еще и обижаться вместо улыбки «спасибо». Они помнят, некоторые люди помнят то, что вы сделали или сказали плохо, когда была ссора или что-то происходило, да, но они не помнят все ваше участие, все ваши хорошие поступки. А вы очень многим помогали, смотрю вот здесь. Вы очень многим физически помогали, ухаживали, либо там замещали кого-то, либо денежками. Просто денежками помогали, даже безвозвратно кому-то. Но сами-то вы вкалывали, ночами не спали, нервничали. И вам очень хочется вернуться в нормальное русло, и вот кто-то из вас уже это сделал. Поэтому да, чувствуется около вас такая энергия, когда вы, вопреки всему, кто вот сел на вашу шею и дергает ниточками, да, наконец-то он спадает, выпадает, скатывается оттуда. А вы, как бы тяжело не было, вы идете в своем направлении. Да, будут обижаться еще. Будут обижаться. Но теперь не вы будете у них на поводу, как говорится, а они у вас. Но надо ли вам это уже, конечно, другой вопрос. Вам скажу так, вот по всем этим картам всего лишь, сейчас посмотрю еще будущее и дальше будем. Вам нужно не чтобы у вас были какие-то присмыкающиеся. Вы действительно человек очень большой души. Вы хотите, чтобы около вас люди были нормальные, обычные, нормальные, которые и послушают, и скажут что-то, но не будут настаивать и заставлять, и не будут спорить, и не будут... Вот особенно вам не нравится, когда кто-то что-то доказывать начинает вместо того, чтобы вас выслушать. Чуть-чуть, и все, уже доказательства идут, и вас пытаются вот пригнуть. Вот этого вы не любите. Так, ну и на будущее, что здесь? Медитация. Карта алкоголизма выходит, да? Но смотрите, если у кого есть такая зависимость, выкидываем, не надо она на будущее. Вот это как предупреждение, можно так сказать. Но я скажу, что раз она с картой медитация выходит рядышком, да, все-таки медитация — это когда душа успокаивается, вы понимаете, что вы хотите, вы радуетесь. Ну да, в какой-то момент, может быть, кто-то из вас хочет немножко шампанского попить, да? Вот, может быть, мужчины там, может быть, и девочки, пиво с рыбкой. Да, не алкоголизм, а просто вот медитация души. Где-то посидеть, отдохнуть, расслабиться. Либо, если вы вообще против алкоголя, значит, в чем-то другом вы находите тоже свою медитацию. Да? Вот. Но смотрите, не перебарщивайте. Допустим, не знаю, в чем-то другом находите, может быть, слишком много вяжете для успокоения, да, вот люди такое любят некоторые, но тогда тоже не перебарщивайте, чтобы на вас опять же даже тут не ездили. Освежи мне это, поправь мне это, исправь мне вот это. Ну, как-то только в свое удовольствие начните делать.
Это ваше будущее. Будущее ваше хорошее, с медитацией и пониманием, что надо, а что не надо. Единственное предупреждение, да, не перебарщивай. Вот и все. Вот и все по этим двум картам. Сейчас дальше будем смотреть. И еще карты и про прошлое, наверное, скажут. И про будущее. Так. Дом опять выходит. Кто-то следит за вами. Бог следит. Вы любите детей. Вы любите опять же расклад общий. Ну не могу. Я увидела кошечек, собачек. Ладно, да? Вот ну давайте я скажу животных. Вот из животного мира. Вы любите. Кто-то из вас очень любит дачу. Вот мне такое здесь идет. Вот чтобы была дача. И это как хобби больше. Не как исполнение, опять же, каких-то. Кстати, вот как по тем картам не переборщите, а то будете там только впахивать, да, для всех. А вот как хобби, да, у кого-то из вас есть. Вы любите воду, но где не глубоко. Вот такое здесь идет. Знаете, я вижу, так, сейчас доложу эти карты. Иерофант. Новое движение и выход из каких-то двойственностей, когда ты уже в одном понимании, вернее, в одном амплуа, да, но в двух пониманиях. Когда ты уже видишь и с одной стороны, и с другой, ну, делаешь свое уже, а не раздваиваешься. Видите, тело одно, головы две. Ну, это прекрасно, это прекрасно. Это значит много мыслей, это значит вы реально мудрый человек, который справится с любым обстоятельством, который понимает, как дальше делать, но иногда просто уходите в себя. Вот такое. Но высшие силы говорят, у тебя новый этап открывается, вас ожидает рассвет. Вот именно рассвет, хочется даже так сказать. Давайте я Шодзен еще возьму. Вас ожидает рассвет и новые возможности. Уходит стресс, новые возможности приходят. Какие-то люди просто вот в твою жизнь входят. А королева радуги вообще говорит, это ваше счастье, что вы сейчас здесь и сейчас вы понимаете и себя, и все вокруг. Так. У вас будет встреча с надежным человеком. Карты указывают на прилив сил и защиту высших сил. Вот так вот. Вы больше, кстати, больше не позволите себе быть жертвой в каких-то обстоятельствах, как это было в прошлом, но не совсем в далеком, потому что в далеком вы тоже не позволяли. Вы реально были открытым таким целеустремленным, что все люди нормальные, такие же, как и вы. А потом раз и увидели, что не так бывает, да? И здесь получается, что вы что-то реально оставляете позади. Знаете, главное вот понимать сейчас, вот мастер своего дела, что дороги, какие бы они ни были, они не закрыты, легко их открыть. Тут и ключ не надо. Открытый замок, но просто визуализация закрытости. У вас открывается много путей. И этот мир ваш мир. Вы выходите из тупика. Вы человек своей судьбы. И впереди вас ждут действительно какие-то цветения, победы, радости. Вы доверять себе должны обязательно. И позволять себе что-то новенькое делать. А вот завистникам всяким, да, или каким-то негативным даже вот событиям не позволять сбивать вас с пути. Вот не позволяйте, не делайте такого, что вам кто-то сделал вам закрытую дверь. Она не закрыта. Нет, она не закрыта, она открыта. Вы можете просто вот легко идти. Так, ну это обо всем общем. Сейчас, кстати, дальше по мелочам, может быть, посмотрим, да? По мелочам.
По мелочам через лупу смотреть будем. Но около вас есть тараканчики, паучки какие-то. В какое-то время вы в замкнутом круге, чего-то боитесь и обижаетесь на что-то, на кого-то. Вам кажется, что жизнь как улитка, да, вроде бы, или наоборот, как быстро. То как улитка, то как быстро. Как-то быстро. Вот. О, и опять дом, вы посмотрите, как-то быстро происходит. Вот здесь получается птички в клетке, но одна в руке. Здесь улитки и дом с двух сторон. Здесь закрытое пространство, понимание себя, переход в нужное. Вот. Скажу так, вам обязательно нужно включать в себе интуицию, она у вас есть. Это происходит неосознанно. Вы при взгляде на человека можете действительно ощущать, хорошо с ним или плохо. Доверяйте своему внутреннему голосу. Это очень сильно поможет вам в ближайшие 2 недели. Именно 2 недели будут какими-то такими особенными. Доверяйте своей интуиции и рассматривайте внутренне людей, которые будут с вами. Еще со временем вы начнете видеть истинное лицо вообще человека. Если вы будете сейчас это развивать в течение 2 недель, потом вы вообще будете, вот просто посмотрела и уже знаешь. И вы увидите человека, который будет счастлив быть с вами. Вы его прочувствуете. И вы будете очень счастливы с ним. Читать вы его не сможете. Но вы поймете, что это ваш человек. А это самое главное. Вам не надо читать своих людей. Нельзя. Потому что вы должны быть счастливы. А когда вы просто видите, что все хорошо и остальное не важно, вот тогда вы счастливы. Так, важно быть начеку в ближайшие, особенно 2 недели, и не подпускать близко тех, кто пытается тянуть вас вниз, кто пытается что-то доказывать, кто пытается обесценивать ваши достижения или вообще вас. Я вижу здесь ваше умение отсеивать есть, вот включайте его. Знаете, здесь может быть... Ой, карта выскочила прям. Отсеивать вы умеете, у вас вообще вон сколько огоньков вокруг вас, вы многое умеете. Иногда просто почему-то не делаете. Так, если у вас был в жизни треугольник, и вам тяжело и больно из-за этого, скоро человек, который испортил вам многое, он будет очень-очень страдать, очень страдать. На него кара небесная идет. У кого-то из вас был развод. Сейчас идет восстановление вашего жизненного пути и баланса. У вас будет очень интересная встреча с человеком, прям вот соблазнительная встреча с человеком, где будет увлечение, где будет забота, где будет счастье. И вы действительно будете радоваться своей жизни. Но вот завидует кто, да, или кто пытался вас просто притоптать, вот там будет прогрессировать ненависть и озлобленность. Кто-то на вас захочет сделать что-то плохое. Иголки, булавки, нож под ковриком, когда домой заходишь, какие-то цепочки, колечки около своего порога. Ничего не поднимать, ничего не поднимать. Берете веточку, отпихиваете, прям куда-то далеко веточку выкидываете, вообще не дотрагиваетесь. Если таки надо поднять, то в тряпку заворачиваете, выкидываете, либо даже над огнем держите. Но такое есть, такое есть. Вас захотят обратно вывести в состояние используемого человека,
что вами пользуются, что ваше счастье, чтобы вот у него или у нее там было, но не у вас. Так что здесь идет действительно какая-то злость и какая-то грязь. Но так как вы это видите, вы это слышите, и что если в ближайшие 2 недели точно вы увидите, говорю, цепочка, колечко, что я еще вижу, вот что-то острое, да, нож, иголки, булавки. Ой, может быть, даже летом просто иголка от сосны. Откуда она может быть? Не берите. Вот что-то типа такого. И так как вы это слышите, этот человек получит наказание свое, плохо ему будет. И если вы не знаете, кто вам хотел сделать, вы увидите человека, которому стало плохо, это он. Это он хотел сделать. Либо еще и, может быть, его использовали, чтобы вам что-то сделать. Но, скорее всего, он участвует и он знает. И он знает, либо сам делал, либо заказывал что-то. Вот так. Так что такое может быть. Дальше. Не позволяйте, да, не позволяйте манипулировать собой, но вы это уже понимаете, естественно. Но вы умеете отстаивать свою жизнь. Работа у вас как налаживаться будет больше, потому что вы переутомляетесь, и когда что-то плохое отбросите, в вашу жизнь идет то, что действительно вам будет приносить очень хороший доход. Вы как величие получите на работе, а пересыщенность такая, да, она наоборот уйдет. Дальше что еще здесь? У вас идет механизм защиты. Вот вы как действительно под какой-то вуалью защиты. Которая позволяет мягко, но решительно прекращать общение с людьми, которые вам желают плохого. Вы себя ограничиваете в общении с ними, и так же само вы себя убираете из этого общества, либо их откидываете. Это действительно так и будет. Либо они сами убегут, либо вот даже может один человек, который хотел вам зла, он убежит. Они не желают вам добра. Они предают доверие, это не ваши люди. Они будут уходить. Знаете, такое впечатление, что вы как мягкая метла. Не обижайтесь, не обижайтесь. Это именно мое сравнение идет. Ваши мечты начнут исполняться, у вас будет выбор, и вы выберете человека вместе до конца. Вы выберете тот путь дороги своей, где вы будете счастливы. Если у вас сейчас стоит выбор работы, вы выберете правильный выбор, сделаете и выберете свое счастье в этой работе, в денежном капитале, ну и все остальное. Да, мечта вместе до конца, выбор вместе вышли. Это прекрасно. Вашу жизнь, я сейчас опять соберу и заново. Но я вижу, что в вашу жизнь идет защита. У вас есть мощный амулет какой-то. Может быть, у кого-то есть, вот, например, сандаловое дерево. Очень-очень сильная подвесочка из этого дерева. Оно пахнет. Сандаловое дерево, оно выветривается, но иногда пахнет. Которое защищает и очень сильно защищает от врагов. Знаете, как иду к врагам, сандал возьму. Да, такие слова есть. Может, у кого-то по знаку зодиака, например, там изумруд или рубин или агат. Вот такая вот подвесочка какая-то или камешек просто. Или же камешек как глаз, который оберегает. Но это очень сильно, это хорошо. Я это чувствую здесь. Значит, желание защитить себя сработало. Значит, оно сработало. Это прекрасно.
Знаете, у вас было ну, вот как конец отношений, была ненависть, да, ненависть. Но забота тоже была, но заботу хочется вернуть. Был выбор, и выбирать и хочется продолжать. Друзья, выходит карта, семья, страсть. Все это и было, и хочется всего хорошего, да, и уныние по каким-то вопросам тоже было, и праздник. Вот все было. И если немножечко взять весы и взвешивать, вот чего хорошего было больше, может быть, и плохого окажется больше, но знаете, когда перестраиваешь себя на позитив и откидываешь плохое, делая, знаете как, ой, что-то там затерялось, в весы не попало, да, что-то затерялось. А вот это все, вот все больше и больше кажется, что перевешивает чаша весов на добро, да, что ты хотел. Праздник, страсть, друзья, чтобы выбор был правильным, чтобы семья была самой счастливой, чтобы забота была всегда, да, чтобы ненависть, может, и была, но ну как, по-любому человек не может без ненависти, потому что ему делают больно. Ну, у человека все эти вот моменты должны включаться. Вот это и есть жизнь. Ну, чтобы она не была вот такой постоянной типа, да. Ну, конец отношениям тоже где-то сошлись, где-то разошлись. Вот когда вы все это возьмете на чашу весов положительного, вы замените свое существование на жизнь. Визуализация, скажу так, своих звездных целей и своего звездного неба и своих каких-то уже пройденных этапов хороших, да, она поможет вам перестать просто существовать, перестать печалиться, перестать плакать, перестать переживать, перестать идти по неправильному пути в каких-то моментах, может быть, и по-настоящему начнете жить, действуя наконец-то решительно, делая выбор и выигрывая. Вот так. Вот так вот. Сейчас я еще возьму Osho Zen немножко посмотрю. Но карты неплохо так говорят. Время пришло стать счастливым хозяином своей жизни. Печаль. Король облаков. Ваш радуги, новые дорожки. Истощение от печали. Оно уходит, сменяется тузом радуги. Ну, не обуславливайте себя, вы не беленькие, вы цветные, вот так вот. Может быть, не похожие ни на кого, но вы вот такие, как вы есть. Вот так, ты такой человек, который ты вот должен существовать. Ну, потому что это сила, это интерес, это такое яркое событие. Вы хотите быть в числе тех, находиться в числе тех, да, кто будет здоров и счастлив, независимо от общей статистики, от общей какой-то ситуации. Становитесь, управляйте своим внутренним состоянием, и вы выиграете. Формируйте, вот оно как раз-таки идет уже сейчас. Оно идет уже формирование позитивной установки, но нужно еще подчеркнуть, что вера в собственные силы, вот сказать, у меня иммунитет на все, у меня иммунитет на все, помогает сохранить здоровье и не программировать себя на какие-то серые будни, которые скоро заканчиваются, а наоборот, выходить на свою нужную дорогу и радоваться. Вот так вот. Переключать мышление, что не все закрыто. Тут дверь закрыта, цепь висит, но замок открыт, ключа даже не надо. Просто сними его и иди. Вот. Многие жизненные страдания и физическое недомогание, физическое недомогание, и какие-то психологические тоже
там, не знаю, атаки или что-то еще в этом роде, они происходят именно от наших мыслей. От того, что мы не можем вот иногда простить что-то себе, другим, а иногда просто забыть. Когда даже карты говорят: да забудь ты, иди, все равно все уже черно-белое то, что было, а вот ты иди в цветное. Даже по вот этой карте не откладывай. В отличие от... Вот посмотрите, мне вот инь-янь еще выходит здесь. Туз облаков, хорошие карты. Сейчас потом. Я увидела картинку мягкой метлы и сказала: не обижайтесь, да, как это, метелкой. Нет, мягкая метла в этом понимании, вот в этом раскладе, да, это когда ты можешь мягко, не травмируя ничего в этой жизни, вымести всех тараканов и весь мусор из своей жизни. И никто даже слова не скажет. А вот в отличие от жесткой метлы, да, вот жесткая, которая действует грубо, не так, как надо, иногда ошибаясь, царапая что-то, да, вы действительно вот принимаете себя таким, какой вы есть человек. Вот в отличие от жесткой метлы, вы избавляетесь от токсичных обстоятельств, от людей и своего окружения без излишней агрессии, но очень уверенно и реально по сути. Это выбор в пользу собственного комфорта получается, да, когда есть две метлы, одна жесткая, одна мягкая. Чистота личного пространства все-таки будет там, где мягкая метла. Извините за сравнение, но почему-то мне именно вот этот вид идет сейчас. Это вот иконка такая. Вот так вот бывает. Даже просто по поводу метлы сказать, да, но описать ее вот по этой ситуации. Это уже что-то нужное. Может, действительно вам надо купить какую-то, не знаю, перышки какие-то, пыль снимать со шкафов там, да, или какие-то такие пушистенькие метелочки для красоты. И вот действительно пройтись с этой метелкой по своему дому с пониманием, что вот как эта метелка у меня в руках, такая мягенькая, которая не царапает мебель, но так хорошо все убирает, да, так и у меня в жизни, так и я в жизни буду, да, все это будет убираться, плохое и грязное, но ничего не царапая, ни в моей жизни, ни в моем понимании, ни даже для кого-то еще. Вот что-то типа этого. Вот пришел мне этот образ, я должна была сказать. Смеетесь, хотите, не смеетесь, я не знаю, но оно реально вот так. Я еще сама вначале, даже когда увидела, сказала и не поняла, почему. А вот сейчас уже понимаю, потому что реально сделайте такой обряд маленький, просто потому что вы так знаете, верите, чувствуете, и вы увидите и почувствуете, как действительно какой-то груз с души свалился, а совсем не больно. И совсем не поцарапало ничего. А значит, так и должно было быть. Вот такое вот идет здесь. Вот. Перемена тактики у вас идет в вашей жизни. И да, опять же скажу про мягкую метелочку, да, это акт мудрости. Использование этой метелочки вот в своем понимании и даже в жизни — это акт мудрости. Это говорит о том, что вы повзрослели, вот, психологически, вот, научились отсеивать негативные моменты, такие как предательство, сомнения в себе, может быть, навязанные чужие мнения какие-то, и вы научились их выметать из своего дома, вашей жизни, никого и ничего не беспокоя. Обретать счастье и покой. Ну а как без счастья и покоя? В прошлом было разочарование, да. Ну что делать? Слезы вы пролили. Слезы вы пролили по каким-то ситуациям. Возможно, даже и сейчас у кого-то из вас есть сложные, скажу так. Давайте я большую колоду возьму. Сложные моменты. Вот. Но оно закончится. Оно закончится.
Обязательно закончится. У кого-то уже закончилось. Кто-то уже вам пишет в комментариях мне, что денежки наконец-то начали поступать и довольные. Да, дай Бог для вас всех удачи обязательной. Так что подписывайтесь на YouTube у меня здесь. Пишите в комментариях и даже распространяйте видео, чтобы реально эта энергия к вам как привязалась через все, что карты показали, я сделала это, что вы тут поучаствовали, да, и чтобы эта карта счастливой жизни, этот расклад счастливой жизни к вам привязался, ого-го как, и не отвязывался. Угу. Так, в прошлом, да, были разочарования, ну вот в муже, как будто с мужем, как в плену были каком-то неприятном. Мужчина холодный приходил в вашу жизнь. Да, кто-то вот как шрам после того, ну вот вы в браке были, и развод был, скорее всего, да, и вот как шрам остался. Дальше что? Так. Скоро ждите очень хорошую новость, какая-то придет к вам, которая уберет боль и уберет какие-то недопонимания и зацикленности в вашей жизни. В вашу жизнь идет богатство, в вашу жизнь идет счастье в семью, в вашу жизнь идет забота, процветание и поездка в интересные места. В вашей жизни будет уют, гармония, отдых, благополучие. Сила природы будет очень хорошо воздействовать на вас, увлечение новое появится. Вообще карты хорошие. А то, что вы уныние или плохое помните, это все вот как бы выкидываем, и ваши враги получат вот этим ножиком по заслугам. И ваши враги будут как марионетки в этой жизни. Но этот ножик также и обрезает нити, так что вы выходите из каких-то тяжелых ситуаций обязательно, даже если кое-что длится до сих пор. Карты призывают вас к обновлению. Не надо раскаиваться, не надо портить все себе, потому что вы выздоравливаете. Будет какой-то договор у кого-то, вы будете невестой, женихом в своем доме или даже в доме в общем там каком-то, да, будет страсть, соблазн, интересные моменты. А тот, кто вас отверг, кто вас бросил, ох, как следить и ревновать будет, но уже не с вами. Он плакать будет из-за того, тот человек, когда увидит вас с другим любимым вами человеком, он будет плакать. И вот тогда он поймет, что зря он или она так поступали, зря слушали, что говорят, потому что очень хотел бы или хотела бы быть с вами вот вместе до конца. Но вместе до конца вы будете со своим человеком по вашей жизни, где вы будете реально в радости. Падение отменяется, здоровье идет в вашу жизнь. Вы очень хороший человек в понимании сердцем. Вот. Вы человек доминирующий, общение с вами просто необходимо. Свою интуицию включайте, не надо никого ревновать. Вот. То, что вам кто-то сделал плохое, они получат, еще раз говорю, но на вас грехов нет. На вас грехов нет. Они, если даже что-то вы и делали не так, как надо было, да, в своем прошлом, празднуйте, празднуйте, радуйтесь, с вас все это снято, потому что вы многое прошли, вы многое пережили, и вы заслужили очищение. У вас идет начало новой жизни и новых красивых перспектив. Вот. Что еще? Ну, груз постоянно, вот это как ревность или типа такого, да, как бокалы тут такие. Груз вот этой ревности, груз типа разбитых бокалов, это сейчас не про вас. Это переломный момент вообще вот по всем этим картам я вижу, когда нужно оставить в прошлом, вы уже поняли, что, да, ну и забирать свое настоящее, новое счастье, новые сосуды, да, вот когда наполняются эти фужеры вот этим рассветом, обновлением. Вас ждет рассвет, действительно рассвет, новые отношения, новые дороги. Вы выходите из состояния существования в состояние активной жизни.
где вы сами управляете и будете радоваться. Серьезно, будете радоваться. Ну, потому что вы не любите существовать, вы любите жить. Карты предвещают появление сильной поддержки, надежного мужчины в вашей жизни. Но если вы мужчина смотрите, то женщины, да? Да, вы как будто бы управляете всем, что вы хотели когда-то. Вы наверху событий, вы наверху. И все эти мышки у вас на поводках. Не вы на поводке теперь, да, уже извините за еще такое сравнение, а они у вас на поводках. И то, если вам это надо. Финансовая стабильность на подходе. Ну, вы устали, от работы вы устали, действительно. Ожидания. Ну вот человек какой-то интересный, успокоение, можно так сказать, капкан снят будет какой-то, эйфория добра, счастья, нежности приходит и подарок. Так, ну по поводу денег, да, финансовая стабильность у вас на подходе, скажу, но здесь выпадает больше, как вам еще финансовую независимость сделает еще какой-то очень интересный человек, либо как в помощь придет, либо это будет ваш человек по судьбе, который будет с денежками. Угу. Вы будете выше трудностей, вы будете выше завистников, которые останутся внизу и попадут в свои капканы. Все. Ваше сердце будет на месте, а на душе станет тепло. Ну, давайте напоследок еще положу карты. И, в принципе, все. Очень большой, очень такой сильный, как будто бы не прерывающийся поток информации был. Я поэтому говорила, да, вот потому что вот он реально, он сильный идет. Но все. Так что не обижайтесь по поводу мягкая метла, потому что это, по-моему, даже хорошо. Не то, что даже, а реально хорошо. Это реально хорошо. Ты же себя не царапаешь. Ты себе то, что, там, не знаю, полировочку не царапаешь. А ты же хочешь, чтобы жизнь была тоже полировочкой такой. Вот то, что ты выбрал, да, в магазине судеб. Вот такое вот идет ваша жизнь. Потому что время пришло. Спать спокойно, да. Кстати, а кто из вас спит неспокойно? Придет время, скоро будет такое время, которое все расставит на свои места, что-то изменится, и вы наконец-то выспитесь. Вот будет уже скоро, потому что я вижу, что, ну, чувствую здесь, что вы долгое время как либо не спите, либо не досыпаете из-за чего-то. Мечты. И опять же карты говорят вместе до конца. Незнакомый, но интересный человек идет в вашу жизнь. Вы госпожа своей или господин своей удачи. Вы мужчина в своей жизни, кто мужчина смотрит. Память у вас хорошая, кстати. Есть такое, что вы забываете, но записываете на листочек, все равно все нормально. Свидание, работа, все так, как надо. Вы что-то потеряли, реально потеряли. Но здесь идет восстановление души, и вы как заново что-то найдете. Но как будто бы вы воспрянете духом, и как будто бы вы с Божьей помощью начнете заново радоваться жизни. Вот такое вот. Было тяжело. Сейчас, да, в кое-каких моментах нестабильно. Будет исправление. Знаете что? Так и напишите, пожалуйста, вот. Я говорю, пожалуйста, ну так, наверное, для себя больше, потому что если не хотите, не надо. Я просто чувствую, что когда вы реально пишете или там вот делитесь этим видео, да, вы реально подцепляетесь к очень сильной энергии. Она здесь есть. Вот я и говорю, вы напишите, время пришло мне,
стать хозяином своей жизни, либо мне стать магом своей жизни. Не бойтесь этого слова в этом раскладе. Магом. Нет, не бойтесь. Это повелитель 4 стихий, это тот же хозяин, но в плюс еще, если вы были когда-то, и вы знаете это, под какими-то воздействиями магии, то вы сейчас с этим словом забираете эту силу себе, что вы можете легко выметать все магические действия, да, кто бы ни лез к вам, и можете даже в обраточку им бумеранг отослать, потому что вы маг своего дела. Но маг такой, который повелитель, но который плохо не делает, просто откидывает вот эти вот, к вам что-то летит, а вы его просто откинули как бомбинтоном, да, чтобы вот все это плохое обратно вернулось, еще и со сторицей насыпало. Ну вот такое вот. Да, время пришло стать счастливым хозяином своей жизни, либо счастливым хозяином-магом, либо просто магом своей жизни. Это вам будет успешно, будет вам во благо, скажу так. Во имя всего святого, да будет так, во благо. Ну все. На дне колоды здоровье, крепкое, хорошее здоровье. Еще раз скажу, да будет так. Что у нас здесь на дне колоды? Десяточка пентаклей. Это пентаклевая стабильность, пентаклевая, ну, такая радость. Это денежная, да, денежная карта. А здесь у нас, ну здесь вы видели, я ее не помешала, но все равно интеграция, вот этот инь-янь, это любовь, это страсть, это какие-то понимания по-новому. Это тоже красиво, да? Это тоже иногда хочется. Пусть будет так, именно как ты хочешь, как вы хотите. Угу. Вот такое вот. Ну и всего вам хорошего. Оставайтесь со мной. Завтра посмотрим на мужчину, послезавтра посмотрим еще на что еще карты расскажут. Вот. И будем брать и забирать самую лучшую энергию с раскладов. Я ее проводник. Я тоже свою частичечку получаю от вас, от ваших комментариев. Спасибо. И вы обязательно от всего, что дают вам карты, дает Вселенная, вы будете получать этот заряд и здоровья, и радости в финансах, и радости в любви. Обязательно. Да будет так, еще раз говорю. Да будет так. Все. Увидимся, услышимся. Обязательно помните, что только на Ютубе здесь этот энергетический фон присутствует, да, потому что если меня воруют видео, это не значит, что они воруют и энергию. Я, естественно, ее не могу отдать и могу ее закрыть на ключ только здесь. А вот видео тут уже воруют, в общем. Но будьте аккуратны, чтобы у вас там тоже не поворовали вашу энергию. А здесь будете брать хорошее, а там могут еще и украсть. Все. Увидимся, услышимся, приходите, жду вас в гости на своем канале. И еще раз вам мирного неба, сильного здоровья такого крепкого и удачи, радости обязательного. Обязательно и обязательного всего, короче. Все, всего доброго еще раз.